And it's going to be the Bedlington. The Bedlington Terrier takes group 4. Well Those, well, wonderful choice. I think any of those we'd have been happy with, taking the lead there. Winner, the Scottish. The Bedlington Terrier. The sweet lamb-like look of the Bedlington Terrier. The Border Terrier. Сначала рождаются, и потом идет очень долгий путь, чтобы им стать. То есть вы должны получить хорошего щенка, правильно его вырастить, очень долго и кропотливо ухаживать за шерстью, научить его, показывать, и тогда вы сможете стать чемпионом. Помогает, конечно, выигрывать, потому что выставка собак – это как конкурс красоты. И если собака приходит в плохом груминге или некрасиво подстриженная, или грязная, конечно, это ей не поможет занять первое место. Груминг помогает выигрывать, но это не панацея. Выигрыш состоит не только из груминга. Я считаю, что волшебного средства, чтобы выиграть и стать чемпионом, нет. Это все ежедневный кропотливый труд, который помножен на правильно подобранной косметике, правильного инструмента, правильного кормления, правильного содержания. Очень много времени тратится на спортивную подготовку собаки. Универсального средства нет. Это складывается из ежедневного и очень-очень кропотливого, может быть, незаметного, но труда. Если вы купите дорогой инструмент, но не получите необходимые навыки, скорее это вам навредит, чем поможет, потому что вы будете все время опасаться испортить этот инструмент, уронить его. И поэтому вы не сможете свободно стричь собаку. Стрижка Бедлингтон-терьера простая и в то же время сложная. Бедлингтон-терьер стрижется практически по силуэту. Сложность заключается в том, что шерсть очень мягкая и короткая, и поэтому если вы сделаете где-то ошибку, ее будет невозможно исправить, потому что вам просто не хватит длинной шерсти, чтобы это исправить. Исторически Бедлингтон-терьеры стриглись всегда очень коротко. Англичане вообще предпочитают стрижку машинкой, но шоу сейчас в индустрии пошла так далеко, что если вы хотите выиграть с вашей собакой, вы не можете позволить прийти со стриженной собакой просто триммером, неважно какими насадками. То есть теперь, конечно, это более изысканная стрижка, но все равно собака стрижется по силуэту, и поэтому вам нужно очень хорошо, чтобы начать хорошо стричь Бедлингтон-терьер, вам нужно изначально знать хорошо анатомию и стандарт Бедлингтон-терьера. Отсюда у вас все получится. Исправить недостатки собаки с помощью груминга в породе Бедлингтон-терьер скорее нельзя, чем можно, потому что возвращаемся к тому, что стрижка очень короткая, и то, что вы сможете, скажем так, настричь красиво, когда собака стоит, в статике показать, то собака пойдет, и вы потеряете, собака потеряет баланс, сразу будет видно недостатки собаки. Поэтому универсальной модели стрижки у Бедлингтона нет, все немножечко стригут по-разному, но, скажем так, можно привлечь внимание к собаке хорошей стрижкой, правильной стрижкой, технически верно выполненной стрижкой. Исправить недостатки скорее нет, чем да. И много шерсти на Бедлингтоне оставленной, это тоже скорее нет.
чем да. К рингу я могу подготовить несколько собак. Конечно, я предпочту готовить одну собаку, потому что я смогу уделить ей максимально времени и внимания, и максимально подготовить, проконтролировать собаку перед рингом, чтобы она не легла, не замялась. Но бывали случаи на чемпионате Европы в Женеве, я готовила 6 собак, это было очень тяжело. На качество груминга, по моему опыту, больше всего влияет знание стандарта изначально, потому что вы должны знать, что вы хотите увидеть в конечном силуэте стрижки. Для этого вы должны понимать, что вы хотите исправить в этой собаке или подчеркнуть. Очень важно качество и исполнение самой стрижки. Может быть, в ринге не так видно какие-то огрехи по технике, но всегда будут видны огрехи по линиям. Поэтому очень важно правильно подобранная косметика, потому что собака готовится в европейских выставках в лучшем случае накануне ночью. Значит, правильно подобранная косметика вам позволит сохранить шерсть собаки до следующего дня. Она будет сохранять правильную кондицию. Очень важно приготовить собаку перед рингом, даже если вы обратились к грумеру, и он вам сделал замечательный силуэт, великолепную стрижку, но вы приехали на выставку и не смогли причесать собаку, вы потеряли свое призовое место. Если вы хотите, чтобы ваша собака стала чемпионом, вы должны обязательно регулярно либо посещать грумера, либо сами должны регулярно делать груминг своей собаке. Это и уход сюда входит, и правильное мытье, и правильное расчесывание, и использование правильной косметики. Тогда собака будет иметь хорошую шерсть, и это, естественно, повышает ее шансы на победу. Когда вы заводите щенка Бедлингтон-терьера, вы должны быть готовы к тому, что даже если вы посещаете грумера, примерно с периодичностью раз в 2 месяца, вы должны понимать, что вы должны научиться расчесывать свою собаку, правильно ее мыть. Ну, опять же, желательно, конечно, начальные основы груминга все-таки научиться исполнять владельцу самому. Всем новичкам, которые заводят Бедлингтон-терьера, я бы посоветовала научиться ухаживать за своей собакой самостоятельно. Я когда завела своего первого Бедлингтон-терьера, я взяла в руки ножницы. До этого я не умела стричь, я не стригла никаких собак. Я не работала с собаками грумируемых пород. И так сложились обстоятельства, и я поняла, что либо я становлюсь грумером для своей собаки, либо я не хожу на выставки.